Этот дивный цветок отличается от других своей яркой пестрой окраской и необычным видом, который выглядит как объемная сумочка или башмачок. Называется это эффектное растение кальциолярия. В переводе с латинского название звучит как напоминающий ботинок. Это удивительное и нарядное растение с причудливыми цветами полюбили многие цветоводы. Но чтобы любоваться цветущей кальциолярией, необходимо предоставить ей соответствующие условия и должный уход. Данный цветок в природе произрастает в Южной и Центральной Америке. Кальциолярия предпочитает теплый и влажный климат горных лесов. В естественной среде ее кустики могут вырастать до 60 см в высоту. При комнатном содержании размеры кальциолярии составляют около 30, реже 50 см. Среди многочисленных видов встречаются как однолетние, двулетние, так и многолетние представители. Однако в условиях средней полосы и при выращивании дома кальциолярия является однолетником или двулетним растением. Среди этой необычной культуры есть немало красиво цветущих и декоративно-лиственных представителей с разной формой, окраской цветов и объемом листовых розеток. Многие из них выращивают как в открытом грунте, так и в домашних условиях. Цветы кальциолярии могут иметь самую разную окраску. Они бывают желто-оранжевыми, белыми, фиолетовыми и красными. Кроме своей яркой окраски, кальциолярия выделяется своеобразным рисунком в виде крапинок и штрихов. Именно такая необычная форма и пестрая окраска принесли этому цветку столь широкую популярность. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим мнением и опытом выращивания кальциолярии. Большое спасибо вам за ваши советы, лайки и комментарии. Не забывайте также подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Из кустиков кальциолярии можно создать самые разнообразные цветочные композиции. При соответствующем уходе она всегда нарядно выглядит и привлекает внимание даже сама по себе. Цветущая кальциолярия – это яркий акцент и буйство красок. Ее кустики способны украсить любой интерьер или участок в вашем саду, террасу и придомовую территорию. Однако эту культуру неприхотливой сложно назвать, и новичкам в цветоводстве будет нелегко добиться обилия ее многочисленных ярких башмачков. Но попытаться стоит, тем более что такого необычного цветения, как у кальциолярии, вы не встретите у других растений. Несмотря на требования этого цветка к высокой влажности и теплу, его кустики довольно быстро наращивают свой объем, причем всего за сезон. Многие виды декоративно выглядят даже за счет своей листвы, а их цветение растягивается с конца весны и до самой осени. В домашних условиях цветочки появляются примерно в мае, а последние башмачки могут раскрываться даже в сентябре. Хотя этот период во многом зависит не только от условий содержания и внесения удобрений, но и от сроков посева семян. При хорошем уходе на одном растении может раскрываться до 30-50 очаровательных ярких башмачков. Кроме своей необычной красоты, цветы кальциолярии обладают приятным ароматом. Но чтобы кустик порадовал вас обильным цветением, ему потребуется создать определенный микроклимат с высокой влажностью и температурным режимом. Дело в том, что несмотря на свое южное происхождение, этот цветок предпочитает прохладные условия. Кальциолярия не терпит жары и прямых лучей солнца. Лучше всего для нее это режим, приближенный к 20 градусам тепла с рассеянным освещением. Замечено, что в жарких условиях растение начинает сбрасывать свои еще не раскрытые бутоны и цветение значительно сокращается. Кроме этого, кальциолярия нуждается в своевременном поливе и повышенной влажности воздуха. Для этого возле вазона можно располагать бытовой прибор, увлажняющий воздух, или поддон с декоративной галькой и водой. Также кальциолярия очень любит опрыскивание из мелкодисперсного пульверизатора, но не самой кроны, а воздуха вокруг. Имейте в виду, что капли не должны попадать на цветы и листву. Также не рекомендуется располагать вазоны на жарких южных подоконниках. В холодный период года цветку понадобится дополнительное освещение. Например, горшочек с кальциолярией можно поместить под искусственный яркий свет. Если кустику создать хорошие условия, он станет цвести даже осенью и зимой. Кальциолярия любит питательный грунт, нейтральной реакции и оптимальную влажность. Но постоянное и чрезмерное переувлажнение может привести к загниванию корней и развитию грибковых болезней. Лучше всего на дно горшка укладывать слой дренажа,
а полив производить через поддон. Для хорошего и продолжительного цветения в весенне-летний период кальцилярию потребуется удобрять. Для этого используют водорастворимые минеральные удобрения для цветущих комнатных культур. Подкормки вносят примерно 1 раз в 10 дней. Если вы приобретете растение в магазине, то обратите внимание, в каком горшочке оно растет. Чаще всего кустики требуется пересадить в более объемные вазоны со свежей, питательной почвосмесью. По окончанию цветения на цветоносах завязываются семенные коробочки с мелкими семенами, которые можно использовать для размножения. Хотя этот процесс достаточно сложный и требует определенного опыта и затрат времени. Кроме того, кальцилярия относится к растениям с длинным периодом вегетации. Если семена посеять на рассаду в конце зимы, то цветочки появятся только к концу лета. Кальцилярию можно размножить методом черенкования. Для этого нарезают боковые веточки с междоузлиями. Нижний срез обрабатывают стимулятором корнеобразования и помещают их в рыхлый, влажный грунт под прозрачные пластиковые емкости. Черенки должны находиться при рассеянном освещении и температуре 20-25 градусов. Наиболее широкое распространение в комнатном цветоводстве приобрела кальцилярия гибридная. Среди этого декоративного вида есть много красивых сортов с необычными, округлыми, яркими цветками и выразительным рисунком в виде пятен и штрихов. Довольно редкий и интересный вид с фиолетово-пурпурными цветами кальцилярия паутинистая. У кальцилярии пурпурной тоже цветы с красновато-фиолетовой окраской. Выращивают также кальцилярию городчато-цветковую и морщинистую. Подобрав разные растения, можно создать очень яркую композицию. Только учитывайте, что некоторые виды, как, например, кальцилярию гибридную, нежелательно выращивать в открытом грунте, так как ее цветы будут страдать от дождей. По окончанию цветения кустики часто полностью обрезают и переносят на холодный сезон в темное и прохладное помещение. При этом полив сводится к минимуму, но и допускать полное пересыхание почвы в вазоне тоже нельзя. Среди разных видов кальцилярии есть двулетние представители. Однако замечено, что кустики на второй год начинают вытягиваться и не так обильно цветут. Поэтому с первыми признаками старения осенью веточки обрезают для черенкования и выращивания новых молодых растений. Хоть кальцилярию легкой в уходе не назовешь, но все же она заслуживает занять свое почетное место в цветочной коллекции. Ведь таких ярких и инопланетных цветов, как у нее, надо еще поискать. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале.